90-е. Сегодня мы немножечко поностальгируем и поговорим об очень уникальном автомобиле. Как бы некоторым ни казалось, не самое веселое время в России. В Советском Союзе в это время вступает закон о кооперации. Как раз создавались частные предприятия, повсеместно открывались кооперативные кафе, ларьки и шашлычки. И в это же время молодые ребята спортивного телосложения организованно объединялись для развития альтернативного бизнеса. В этот же момент у них у первых появлялись иномарки, на которых они с комфортом разъезжали по своим делам. В целом картина на дорогах выглядела как-то так. В России вы можете видеть единицы зарубежных машин, в основном отечественный автопром. В городе, где я родился, это бывшая Эстонская ССР. Тут было немножечко поспокойнее, но кардинально ничем не отличалось. На улицах также советские автомобили, чуть чаще встречаются немецкие автомобили, ну и все, что удалось привезти с морей. А вот в Японии, ребят, на всю катушку уже разрабатывалось множество концептов и тюнинга. Я думаю, не нужно перечислять автомобили, которые можно было встретить на дорогах. Аж целых 30 лет до нас только все это доходит. Одним из уникальных произведений японского автомобилестроения как раз был Nissan 300 ZX Fairlady. В свое время он был так называемая ответочка корвету американскому. Ну и, соответственно, основная идея его была именно заполонить американский рынок. И один из таких экземпляров, ребят, мне удалось найти среди автовладельцев моего города. But the Nissan lacks the forgiving nature of the Corvette. Друзья, всем привет! Сегодня у нас в выпуске такой полуобзор, полуистория, технический. Я в начале ролика еще не осведомлен про эту машину. Мне хочется самому испытать эти эмоции, потому что история будет про Nissan 300 ZX 95 года, Fairlady Z, версии Cabrio, Twin Turbo. В оригинале он порядка 280 лошадиных сил. На данный момент в машине 600 лошадиных сил. Ну, их реально очень мало. Мне было очень интересно. Я не стал ничего про нее читать, потому что мне не посчастливилось до этого момента. По-моему, один раз ко мне заезжал клиент, когда-то давно, я так рядом постоял, но так и не пощупал. И на данный момент, ребят, выпала возможность пощупать, посидеть, прокатиться и услышать историю покупки, владения этой машиной. И пока вот мы не познакомились, ребята, пишите себе, вот представьте образ владельца, потому что машина, она вот. Ребята, знакомьтесь, владелец машины Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, откуда такая красавица? Да, вопрос сложный. Вообще это американец. И нашли мы его здесь, в Эстонии, в городе Кейла. Как мне показали, сказали, что там где-то валяется во дворе, под деревом, разломана слегка, машина без крыши. Приехали, ну и все, там и заболел. Так захотелось, потому что я как бы не люблю стандартные машины, никогда не любил. У меня все, что у меня есть, оно все... Все уникально, чтобы вот больше индивидуальности какой-то. Как бы да, чтобы не было так, через каждые 2 метра на улице такие же машины. И поэтому, когда я увидел кабриолет, то ясно было, что сразу заболел. Потому что в действительности их вообще по миру не так уж много сделали. Ну да. А главное, что их в округе ни у кого нет вообще. 1000 километров ни у кого нет. В России, например, я только 2 машины видел. Но они стандартные. Все держат стандарт. Ну, а я раз попал на такую машину. В старые советские времена мы все мечтали о машинах. Ну, просто о машинах. Просто о машинах, потому что ничего нельзя было сотворить вообще особенного. И когда появилась хоть какая-то возможность, ну, тут, конечно, я разгулялся. Ну, это 95-й год, и она, вот сейчас у нас на дворе 2021, и, скажем, не зная
что это за машина. Я уверен, что любой молодой какой-то школьник, он будет смотреть, что как она выглядит до сих пор как какой-то концепт. И очень, очень уникально дизайн и все подряд. Вот здесь набрано отовсюду помаленьку. Расширение. Вся машина расширена. Передние и задние крылья, короба. Это фирма Стросек. В Германии есть такая фирма, которая делает расширители, все эти украшения для Porsche. Но почему-то они сделали для 300 ZX тоже. Не знаю. Привезли, начали устанавливать, ну, как и положено. Сами понимаете, все в кривь и в кость, но сделали. Значит, в этом плане она, конечно, уникальна. Задний бампер, не оригинальный тоже от Стросека. Передний бампер, это американской там полугоночной машины. Я так помаленьку собирал все. А в результате, ну, много чего пришлось переделывать. Просто потому, что, в принципе, все было удивительно в порядке. Это даже можно было удивиться. Машина несколько лет стояла вся полная воды. Мы с сыном действительно выкачивали 2 дня со дна воду. Выкачивали, сушили сушилками. И не было ржавчины. Вот это было, на меня это больше всего произвело впечатление, что как бы японец, сделанный для Америки и привезенный из Америки, по идее, он должен быть ржавый. А она была совершенно чистая. Вот что значит японские машинёшки. Уникальные вещи, вот стандарты из этой машины. То есть то, чего может там вот только в современных есть. Я смотрю, на мультимедию вы уже поставили. Да, Альпин обязательно. Это смешно при таком моторе. В общем-то, музыка здесь не очень. Но мне младший сын сказал, что такая машина должна быть с музыкой. Значит, обязательно поставили Альпин. Что переделывали? Ну, шнёмный руль. Поначалу я боялся, что мне будет тяжело залезать. Я и часто залезаю сюда. Она же очень низкая. Да. Приходится как-то специально очень присаживаться, поворачивать ноги. Это больше для молодежи. Переделал здесь сзади, я не знаю, поскольку музыка должна быть приличная, пришлось ставить субвуфер. Субвуфера здесь места нет. Не было предусмотрено. Поэтому пришлось перестраивать заднюю часть вот за сиденьем. Полностью туда сделана приличная коробка для субвуфера. Прилично, опять же, этот Альпин, сам сабвуфер. Здесь механика есть, приходится все вручную. В те времена еще автоматику не делали. Вот отсюда видно, вот эта часть вся надстроена. И там внизу специальный ящик для сабвуфера. А делала фирма или вы сами музыку делали? Нет, это Альптом. Альптом делал, да. Не для меня. Это там есть умные ребята, там я сразу сделал бы рекламу Славе Маслову. Это мастер. Это супер мастер. Электроника и все дела, это лучшего человека не найти. Ну вот. Уникальное, ну трудно сказать. Это донор взял, чтобы правое сиденье тоже было с электричеством, чтобы с электроприводом. Потому что в оригинале этого нет. Ну что, шат-шифер, переключение передач укороченное. Ну, естественно, все музыку, да, динамики, музыка, здесь все расширено, все добавлено, чтобы было. А динамики это фокал или тоже Альпайн? Ой, это не ко мне вопрос.
Соседей не буду убивать. Не надо, хватит. Но мне очень нравится включение не ключом, а кнопочкой. Кнопочка от Lexus, как будто Это похоже. лексусовская точно совершенно. У него даже этот ключик вот он. Ага. Это не ключик, а он просто Да, рядом, чтоб и снизу всегда велась. открывается и закрывается. А вот... Другую нашел кнопочку Да. зеркала. Мне не нравился оригинал, Угу. а это от Kia. Это не... Нет, Hyundai. Какая-то спортивная двухдверная машина, я уже забыл. Тибурон, наверное. Нет? Там может быть такое Не могу подобное. сказать. Ну, вот это вот. Ну, она такая. Но бюджет у вас не маленький тут на машину. Здесь и покраска, и салон, и музыка. Ну, в общей здесь- сложности- Здесь одни колеса в Америке заказаны. Нигде я не мог ничего найти. В Америке по моим размерам, под эти размеры делала фирма. Индивидуально. Это стоит. Короче, этот дедушка развлекался. Я говорю, все советское время мечтал, и тут появилась возможность сделать. Я всегда мечтал о двухместной машине с широкой резиной, с мощным мотором. Но я получил не только двухместную, а еще и этот Кабриолет. кабриолет вот с такой резиной и очень мощным мотором. Я 600 плюс лошадиных сил. Но что совершенно определенно, это на ней ездить спокойно невозможно. Вот я на других машинах, вот там каждодневная, это полукаждодневная, езжу нормально. Но на это прям хочется, да, немножко? Вот нельзя по-другому. Просто нельзя по-другому. Из-под светофоров я никогда никому не проигрываю. Не хочу. Если проигрываю, я плачу. И не получится. У других без шансов. А дорабатывали мотор тут у нас? Да, это поначалу мне сделали в ВКМ. Ага. Они поставили мне свой блок, который у них был когда-то первые годы их спортивная машина. Там со всеми, как это называется, все внутренности были эти competition специально Да, на всё 1200 усилено. плюс рассчитано. Я им сказал, что мне этого не надо, и мне сделали 600, ну, чтобы не выше. Тут и давление турбин Ну, специально. чтоб запас был, да. ресурс. Но запас мощности и запас прочности больше меня интересовал, чтобы все время не ремонтировать. И поначалу были очень правильно выбраны, это Виллер Майсер делал, очень правильно выбранные турбины. Они начинали тянуть уже где-то 2500-3000. Потом, когда я переделывал мотор, вот была причина. Мне хорошие ребята, видимо, хотели сделать как лучше и поставили более мощные турбины, которые обычно на BMW гоночные ставят. А они начинают раскручиваться только в 3,5. А меня это не устраивает. Это значит, что в перспективе мне придется все-таки ставить турбины, которые раскручиваются раньше. Мне не интересно. А программно их немножечко, чтобы снизов не настроить уже? Уже никак. Все, вот они большие. Те были поменьше, когда Виллер заказывал, в Америке сделали специально под углом эти лопатки всякие разные, чтобы они раскручивались раньше, потому что мое требование было. Я не молодой человек, я не могу стоять под светофором и все время нажимать, как пацаны делают. Да. Мне надо так, чтобы мне надо съехать с места, я нажал и поехал сразу же. А так вы, на какие-то сходки ездите на нем? Да, конечно. Она абсолютно проблем. не выставочная. Это машина для езды. Спокойно можно повседневно, по Абсолютно, делам. абсолютно. А куда-то вот прям так далеко на ней? Самая большая поездка была у вас? В Пярну. Она Пярну, была я последняя. Потому что головная боль. Приезжаешь с мигренью. Ну, громко на ней, я Громко, представляю, да. громко. всё. Я почему говорю, что я бы сейчас так бы не сделал. То есть я хотел кабриолет, чтобы кайфовать, ехать летом, отдыхать. Это исключается на этой машине. Мгм. Здесь не нужно 600 лошадиных сил. Мне хватило бы 300 для такого Все равно дела. она уникальная, она. А именно вот это. То, что она кабриолет, то, что она 300 ZX, Twin Turbo, и не просто Twin Turbo, а 600 плюс, я такого в интернете нигде не нашел. И мне это греет душу.
Еще по-старому, да. Это... Вообще она как бы 95-го, но я посмотрел по ВИН-коду, она больше 93-го. Ну, во всяком случае, да. Еще, Ну, сам кузов 93-го, а просто продалась 95-го, получается. Вот это, Я думаю, да. поэтому и зарегистрировали так. Но мне повезло, что предыдущий владелец здесь, он уже зарегистрировал ее как Twin Turbo, хотя она была мануальная. То есть, в смысле, не мануальная, а Мгм. воздушная. Что еще в этой машине? Она очень не любит низкие обороты. С них, ну, как известно, да, турбированные машины, у них степень сжатия чуть-чуть ниже, чем свободно дышащих. И поэтому, когда турбина не работает, она как старый шаг. На маленьких оборотах невозможно. Вот 2000 она еле-еле. Угу. Она хочет все время больше. Ну и масло, конечно, чтобы смазывалось все. Все-таки мотор непростой здесь. Здесь сделано по стилю, по типу гоночного мотора. Другое дело, что я это не использую. Это уже другое дело. А разгон, не знаете, примерно у него до 100 Ну, мы километров? когда-то замеряли, 5 секунд было. 5 секунд. Да. То Ага. есть он никак особо не звучит, но учитывая то, что у нее старая коробка, все-таки нельзя забывать. Коробка старого стиля, ты на переключение передач тратишь уже, не знаю, там до полусекунды. Ну да. Ну, на нормальной резине, я думаю, она спокойно выйдет с 5 секунд. Вообще запросто. Ну, у нее сейчас внизу стоит мягкая резина мишленовская. Я искал. Первую я всю стер, а теперь перестал так нажимать. Я хотел, чтобы обязательно в машине был кондиционер, а это значит кондиционер, ему нужен свой радиатор. Теперь получается, что несколько радиаторов подряд стоят. Масляный радиатор, кондиционер-радиатор, интеркулер и просто радиатор охлаждения. Из-за этого особые проблемы с охлаждением. Но мне хотелось, чтобы кондиционер был. Не знаю, так нет. Чтобы должен быть. Это не климат-контроль, здесь нет этого, Да, здесь чисто просто кондиционер. кондиционер. А в этом году сколько на ней выезжали вообще? Не знаю, раз 5, наверное, 6. 5 всего. Потому что когда было очень жарко, Да, хотелось. на ней невозможно. Когда очень жарко. Тыкву обжигает. Конечно. Поэтому, когда 30 с лишним градусов я один раз выехал, все, это был последний раз. Значит, дождался, когда закончатся эти 30 градусов. Когда начались дожди. Ну и так оно и идет. А потом я должен сказать, повторю еще один раз, что каждый день по делам на ней ездить, это очень утомительно. Очень утомительно. Ребята, это интересно. Интересно, есть же у американцев там варианты, когда сам заезжает ремень, сел, он парами. Вот, Чпокс. да, у больших машин, да. Нет, здесь все по старинке. Ну, можно же, да, немножко так притопить, попробовать, с вашего До позволения. конца не нажимай, потому что уйдет задница. Конечно, конечно. Не, у меня в плане в этом опыт есть, я с ума сходить не буду. О, немножечко редуктор. Поэтому же это проблема у этих турбинок, на мой взгляд, что у них, когда больших оборотов нет, они не тянут. Ух ты, тормоза вообще. Тормоза, Жестко кстати, всё. классные. Ну, тормоза-то специальные. Я уже сжег. Офигеть. Там, мне кажется, даже с каким-то выхлопом и огнем, возможно. Но она прерывает и поехала за 7,5 тысяч оборотов. Приятно. И она обрезает. И на остальное сгорает. Что А, ну как ограничитель, да. Ну, а давление какое на моторе? Никак. Пиковое, не знаете, да? Когда-то 1,4 или что-то. Нет, я не могу сказать. Ну, Не хочу. около 1,5 бара, наверное, точно. Ну, что-нибудь 1,5, наверное, да, 1,4.
Что я просил не завышать. Ну да, но только с 4 аж прям капитально начинает. Он прыгает. Почему я не люблю турбины? Он прыгает, когда достигает своих вот этих вот 4,5 или сколько. Там, по-моему, если я правильно помню, до 4000 где-то, у него 300 лошадиных сил. А потом вот буквально вот за 500 или за 1000 турбины такие, типа достаточно мощные, они поднимают сразу до 600. И вот, а мне это не нравится. Не, ну удовольствие есть, прям так приятненько. Дышащий. Ну на таких сложно машинах, то есть это, да, в плане контроля управления вот этот вот перепад мощности гигантский. Оно, конечно... Потом второе дело, когда турбины, у него турбодырка, или как она, турбояма. Турбояма, да. И старая коробка передач, в момент переключения обороты падают 2,5, ну 2,5 тысячи оборотов. И потом начинаю опять раздувать эту турбину с самого начала, по сути дела. Ну да, ее надо или держать прям в максимальном там. Когда новые, относительно новые, свежие коробки передач, у них там 7-8 передач, они тик-тик-тик-тик-тик-тик. А еще лучше полуавтоматы, которые уже готовы. Там не теряются обороты. А здесь теряются обороты, и ты опять начинаешь все с самого начала. Мне это так неинтересно. А свободно дышащий нажал, и Ну да, сходу сразу же. совсем другое дело. Юрий, спасибо вам огромное за обзор, за предоставленную машину. Спасибо Очень вам. приятно, что есть такие люди. Во-первых, ну, вы молодой и внешне, и вообще это сразу забываешь, рядом с вами едешь, и как-то на одной волне. Это приятно. Приятно, что Спасибо. вы делаете такие машины. Да, у вас мы немножечко так вот краешек там торчит. Это, ребят, если вам понравилась эта машина, есть такая же уникальная, пролайкайте это видео, там, я не знаю, хотя бы там 1000 лайков, и тогда мы сделаем еще обзор с Юрием про одну из машин, очень, очень уникальных, скорее всего, у нас, наверное, в Прибалтике это одна точно, 100%, а может быть, я не знаю, в мире, наверное, тоже их очень-очень мало. Ну, я знаю, этот мотор есть в Австралии, опять же, и есть у одного, как минимум одного американца, больше не знаю. Вот так, ребят. Так что жду от вас ответной реакции, пишите комментарии по поводу этой машины, по поводу желаемого. Вот. А вам еще раз спасибо, Да, и спасибо до свидания. Спасибо вам.